Друзья, когда я рассказывала вам, как я подготавливала, засушивала растительный материал и обрабатывала его мат-паджем, это все была техническая подготовка. А вот сейчас, например, передо мной шкатулка. Ну, она дешевая. Как это называется правильно материал-то? Фанера. Или, может быть, шпон, я точно не знаю. И я собираюсь ее украсить. Вот верх и боковые стороны этой шкатулки. И даже вот внутреннюю поверхность крышки. Буду хранить здесь всевозможную бижутерию. Я не умею. И у меня нет бархата, чтобы оббить, и я никогда этого не делала. Я поступлю просто, украшу ее, как я умею. То есть украшу ее засушенными цветами. Ну, растительным материалом. Я же использую не только цветы. Мне самой интересно, что из этого получится. Ну, а так как эта шкатулка будет стоять на комоде, который я уже украсила собственными руками розами, то я собираюсь как бы в соответствии с комодом использовать засушенные розы для этой шкатулки. Вот сейчас, когда я начинаю подбирать, обдумывать материал и придумывать орнаменты для украшения какой-то вещи, ну в данном случае вот деревянной шкатулки, вот это уже начинается творчество. Хочу рассказать немного, какие цветы я подготовила для узоров на шкатулке. Как видите, друзья, это миниатюрные, ну, или маленького размера розочки. Они, правда, лепестки у них не в один слой, поэтому я проклеивала мат-паджем между лепестками и по поверхности 2 раза. Это матовый мат-падж, он наносится 2 раза. Вот эти темные розы, их темный цвет, он хорошо сохраняется на очень долгие годы, на многие годы. Я использовала вот этот вид, ну, светло-желтой пастели, только лишь вокруг центра, потому что вокруг центра со временем цвет пропадает, и вот именно его я и подкрасила, а вернее сказать, восстановила. Правда, сейчас вам плохо видно, потому что у меня мат-падж тут мокрый. Я тычинки хорошо обработала так густо.
И пока эта область вокруг тычинок не видна. Я извиняюсь. Вот. А второй цвет я использовала вот бело-розовый. Бело-розовый. И здесь и светло-розовый цвет, и светло-желтый, он со временем пропадает. Поэтому я его восстановила с помощью вот такой пастели. Перемешивала, чтобы создать розовый с белой. То есть цвет у меня здесь не натуральный, а восстановленный с помощью пастели. Количество цветов, каким образом я определил, я тоже могу рассказать. Я составила узор на поверхности шкатулки. Вот таким образом и определился состав. Сейчас я этот узор, когда у меня мат-патч высохнет основательно, я соберу вот прямо на этой картонке и потом воспроизведу его на поверхности шкатулки уже. Да, количество цветов у меня определилось, но это для внешней поверхности. Я еще должна проделать точно такую же работу, подготовить цветы. Я же собираюсь украсить еще и внутреннюю поверхность крышки шкатулки и еще боковые стороны. То есть работа у меня в самом начале. А еще я даже не бралась еще за подготовку листиков, потому что будут не только сами цветы роз, но и розовые листики. Выполняю очень простую легкую работу. Наношу клей на обратную сторону засушенного цветочка. После нанесения выдерживаю секунд 30 для того, чтобы чуть-чуть загустел клей. Хочу сказать, что к деревянной поверхности легко приклеиваются цветы. Тут особой мудрости не надо. Вот, выдерживаю секунд 30. И затем прижимаю как следует, выгоняю воздух. Если какие-то складочки образовываются, то разглаживаю складочки, стараюсь, чтобы цветочки выглядели очень красиво, без складочек и без воздушных карманов. В результате моего труда у меня нанесены, приклеены первые цветочки на мою шкатулку. Цвета у меня здесь без разнообразия, конечно, хочу признать, темно-бордовые и светло-розовые. Именно такие подошли по размеру для декорирования шкатулки. Работа продолжается. Работа у меня сейчас происходит, кипит просто работа над моей шкатулочкой. Я уже покрыла все поверхности, которые задумала, растительным материалом, розами засушенными, небольшого размера цветы роз и розовыми листьями. Это вот я показываю снаружи. Сейчас посмотрим внутри. Здесь такие замочки есть. Зеленые листья обладают ненатуральным цветом. Я покрыла их сначала спреем Design Master зеленого цвета, а затем мат-паджем. То есть тут двойная обработка. Сначала для придания цвета, а потом для придания прочности, гибкости,
ну как покрытие от физического воздействия. Розочки у меня тоже, им я придала цвет с помощью пан-пастели. Вот только темно-бордовый цвет естественный, все остальное я покрасила с помощью пан-пастели, тоже покрыты мат-паджем. И в данном случае то, что поверхность не блестящая, а матовая, я использовала, соответственно, матовый мат-падж. Внутри шкатулки, то есть на дне, куда я буду складывать свои женские штучки, у меня листики покрашены в золотистый цвет с помощью специальной краски. Это тоже листья розы и маленькие цветочки розы тут тоже. Вот, но у меня здесь задумка следующая. Я собираюсь приклеить на дно вот такую тончайшую синтетическую ткань, ну, искусственная ткань, декоративная. Здесь нетканая основа, и для декорации тут какие-то волокна и золотинки небольшого размера. Я вырежу буквально под размер дна и сплошняком приклею, посажу на мат-падж. Для чего я это собираюсь сделать? Я хочу, ну, как-то облагородить дно шкатулки. В результате я хочу, чтобы у меня вот те засушенные цветы и листья были под покрытием этой прозрачной ткани. Я делала это когда-то на коллажах, на растительных коллажах. Вот, а сейчас я хочу применять для декорирования шкатулки. Я думаю, что будет хорошо. Но что получится на самом деле, не знаю.